Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь скандинавский хлеб с обжаренными и молотыми цельными зернами пшеницы. Для начала обжарим зерна. Здесь вы видите двойную порцию, которую я указала, потому что я буду использовать ее для другого хлеба. Обжариваем при температуре 180 градусов до легкого золотистого цвета и очень приятного аромата попкорна. Затем остужаем и мелко смалываем на кофемолке. Получаем вот такую вот муку. Она очень ароматная и придаст нашему хлебу глубокий интенсивный вкус. Все хорошо перемешиваем, чтобы не образовалось комков. И оставляем под крышкой при комнатной температуре до полного остывания. Это займет примерно 2-3 часа. За это время масса хорошо набухнет и желатинизируется. То есть мы получим своего рода заварку. Берем активную закваску, воду. Температура воды должна быть 32-36 градусов Цельсия. Смешиваем закваску, муку и воду. Мы видим, вот закваска у нас очень активная. Если вы не уверены в активности своей закваски, делайте тест поплавка вот таким образом. Если закваска у вас остается плавать на поверхности воды, это значит в ней достаточно дрожжевой активности, достаточно воздуха, и она готова к внесению в тесто. Вносим закваску, всю муку и большую часть воды. Все хорошо перемешиваем и оставляем на ферментолиз. Ферментолиз служит для того, чтобы клейковина могла развиваться сама собой и уменьшает время замеса. После окончания ферментолиза добавляем смолотые замоченные зерна пшеницы, оставшуюся воду и производим замес. Замес нужно производить до практически полного развития клейковины. Делаем тест на глютеновое окно. Вот так берем кусочек теста и смотрим. Если клейковина у нас хорошо развита, она будет держать форму и не рваться. Ну вот мы видим, что клейковина у нас хорошо развита, и теперь можно вносить соль. Вносим соль и производим замес в течение еще пары минут. Проверяем еще раз на состояние клейковины. Соль способствует усилению клейковинного каркаса, и мы вот видим, что тесто у нас более эластичное, упругое. Выкладываем тесто в смазанный маслом контейнер. Масло желательно брать подсолнечное, рафинированное, которое не имеет ни запаха, ни вкуса. Слегка организуем тесто, для того, чтобы оно не лежало бесформенным куском. Вот мы видим состояние клейковины, оно превосходное. Желаемая температура теста должна быть 26-28 градусов. Оставляем на брожение при температуре 26-28 градусов на 3-3,5 часа.
За это время желательно сделать 2-4 складывания в зависимости от состояния вашего теста. По прошествии 3-3,5 часов выкладываем тесто на рабочую поверхность. Осторожно складываем, сохраняя в тесте воздух. Подкатываем в шар. Формовка теста, такое подкатывание в шар, необходимо для создания натяжения на поверхности заготовки, для того, чтобы заготовка у нас могла развиваться вверх, а не расплываться в стороны. И выкладываем панеттон, в корзину для расстойки, которую мы присыпали ржаной цельнозерновой мукой. Подтягиваем заготовку при помощи техники стичинга. На разных языках эта техника имеет разное название. На русском ее часто называют техника пеленания. Накрываем и оставляем на стартовое брожение при температуре 26-28 градусов 30-60 минут, а затем убираем в холодильник до следующего утра. Выпекаем непосредственно из холодильника. Выпекать можно как в чугунной кастрюле, так и на камне. Духовку необходимо разогреть либо с кастрюли, либо с камнем до максимальной температуры, а затем при посадке в печь снизить до 250 градусов. Делаем надрезы. Надрезы делать необходимо глубиной 5-7 мм для того, чтобы хлеб мог хорошо раскрыться. И выпекаем с паром первые 20 минут при температуре 250 градусов, а затем 20-25 минут при температуре 230 градусов без пара. Достаем и остываем на решетке в течение 2 часов. Этот хлеб очень ароматный, с насыщенным, глубоким вкусом за счет включения обжаренного пшеничного зерна, а также части цельнозерновой муки. Это превосходный хлеб на каждый день. Он универсален по своему вкусу и подойдет к самым разным блюдам, а также может употребляться сам по себе с бокалом красного вина. Мякиш у хлеба несколько влажный, эластичный, упругий. Корочка хрустящая, ароматная. Стоит иметь в виду, что при дегустации хлеба существует правило, что хлеб дегустирует только употребляя мякиш, потому что корочка будет всегда вкусной, и корочка всегда будет перебивать вкус мякиша. Именно поэтому при дегустации хлеба всегда дегустируют мякиш без корочки. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!